Всем привет! Сегодня я наконец-то продолжу смотреть выступление от Адо. Песня, если правильно я перевела, называется "Aishiteru". Это лайв-выступление, поэтому давайте вместе посмотрим его. Ух ты! Если я не ошибаюсь, возможно, по счету это моя вторая реакция на Адо касаемо, лайв-выступления. И в этом выступлении тоже она как будто бы, в клетке. Я не знаю, может быть, это объясняется чем-то, в виде ее образа, либо же тематика выступлений такое. Если вы знаете, то, пожалуйста, поделитесь этой информацией. Последнее, что я смотрела от Адо, это, кавер на песню "Sia Chandelier". Мне она очень понравилась, и там тоже вот, Адо была в клетке, поэтому интересно узнать такой факт, почему так. Извините, но мне так нравится, когда Ада из милого голоса, добавляет вот такую грубость и хрипотцу. Ну, у меня, конечно, не получается, само собой, но, у нее это так классно. Вот это сочетание перехода голоса. Какая мысль возникла, то, что вот эти моменты, когда она, делает голос более грубым, ну, у меня, конечно, не получается, но тем не менее, вот эти моменты очень напоминают как будто бы, персонажей из аниме, которые всегда играют сумасшедшего. Касаемо песни, то, что я так поняла, песня касаемо любви и довольно-таки болезненной любви. То, что человек очень плохо себя чувствует. Ам, ну, дальше будет виднее по смыслу. Тут, конечно, немножко сложновато иногда, понимать смысл, потому что YouTube не всегда правильно переводит почему-то, когда, песня не на английском. Вот с японского бывает трудновато. У! Ух ты. Если честно, я не знаю, в оригинале этой песни действительно сочетание, мелодий такая же, либо же отличается просто в этом выступлении. Очень интересно все совместили, даже вообще непривычно. Как будто бы, не знаю, элемента блюза или как это объяснить. Ам, Как-то так все сочетание непривычно такое слышать. Ну, красиво, конечно, не спорю.
小さい首は苦しくなる足りなくなる人が足りないクラスの誰にも負けない綺麗な子でしょあなたよりもこの子よりも誰も彼も私よりも体育館のあなたに告白を嘘みたいでしょあなたが好きなの汚いあなたが愛してУх ты. Ам, Тут в конце второго куплета, если Иту правильно перевел, она произнесла то, что «но в то же время ты мне не нравишься». Я так понимаю, вообще по смыслу песни, да, она про любовь, про болезненную любовь, ам, про абьюзерство я даже бы назвала. И вот она поет касаемо ошейника, то, что можно сказать, вот, этот ошейник был одет давным-давно. В основном это все начинается с детства, начинается от родителей, так как первые, кто проводит время с ребенком, это родители. Они повесили этот ошейник, то, что вот ты должна быть вот такая, послушная, ты должна быть хорошей, покорной и так далее. И, конечно же, со временем и общество, добавляет, к этому ошейнику больше груза, совсем то, что вот ты должна быть вот такой хорошей всегда, любящий, добрый, покладистый, вот такое, вот такой смысл я уловила. И вот касаемо любви, то, что, я так понимаю, в отношениях не все так хорошо было, судя по истории текста. И, она, как сказать, это были, описываются абьюзивные отношения, и, она воспринимала вот эту боль как любовь. И, по большей части, как я считаю, то, что в абьюзивных отношениях, почему жертва не может, выйти из отношений, также влияет, вот эти детские травмы, ожидания родителей, ожидания общества, то, что, знаете, всегда нужно показать, для всех, что все хорошо. То, что я, знаете, не лох, можно ли так сказать? Я не проиграю эту игру, у меня все хорошо, у меня любовь, у меня все шикарно, и все равно ради этой картинки для одобрение общества, люди держатся за это. Я думаю, что с таким посылом, был текст. И вот то, что когда я поставила на паузу, она сказала фразу «ты мне не нравишься». И, как я считаю, это правильно сказано, потому что по большей части многие, жертвы, да, в абьюзивных отношениях, мне кажется, на самом деле не любят своего обидчика. Также вот в песне она еще поет о том, что, боится, остаться одной, боится потери, боится одиночества. И, по большей части вот эти чувства также держат, жертву в этих отношениях. И на самом деле, если докопаться до сути, то ам, жертве, этот обидчик вообще не нужен, можно сказать, то есть не любит она его, но почему-то из, понятия того, что когда тебе делают больно, это так и проявляется любовь. Человек, видимо, так все воспринимает. Но в песне "Адо", ам, показала, конечно, хорошую, а, здравый смысл в такой истории, то, что, человек понял, что или, по крайней мере, понимает, что на самом деле, ам, ты мне не нравишься. Вот, и вот она опять-таки говорит: я тебя очень люблю", но, судя по всему, это неправда. あなたがして愛して愛して全部あげるあなたにあなたに全部背負ってもらうよ足りないあなたが足りない離さないよ
Ну, классное выступление. Мне понравилось. Вот под конец, песни она пела о том, что "Я отдам тебе все". Это, я так понимаю, она говорила, исходя из того, то, что боялась одиночества, и то, что она готова была отдать все, чтобы этот человек остался. Но, мне это выступление очень понравилось, потому что, знаете, очень необычно для меня звучало в плане того, что, не знаю, надеюсь, я этим не обижу, фанатов "Адо", но, мне понравилось вот такое сочетание, как будто бы, знаете, сумасшествия. Как бы это правильно выразить? Понравилось сумасшествие в ее голосе. Я думаю, вы со мной не поспорите, надеюсь, но мне так показалось на первый взгляд, н так как я в первый раз слышу эту песню. Такое сочетание интересное. Ам, вот. Насчет текста, конечно, да. Про отношения, как я и ранее говорила, то, что в отношениях не всегда все бывает хорошо. По большей части многие люди ошибаются, и это нормально. И хорошо то, что Адо, в тексте показала такую часть отношений, потому что это ужасно. Ам, и я даже не знаю. Если честно, то таким людям я не думаю, что другие люди могут помочь. Мне кажется, пока сам человек не захочет, ам, невозможно, наверное, как-то помочь. Потому что если в голове человек не поймет, что это ненормально, надо что-то менять, то только тогда будет какой-то результат. Ну, как я считаю. Но печально, конечно, то, что в наше время по сей день такое есть. И, что мне еще очень понравилось, то, что, в начале, в первом куплете, вот она затрагивала тему, то, что этот ошейник был одет ей очень давно, то есть с самого детства. И, как я ранее говорила, то, что все начинается с родителей, также со стороны общества. И, так как я в Японии никогда не была и не знаю, как люди там живут, ам, но так, наслышана, да, но все же я не могу сказать, что, в Японии какое-то сильное давление на людей, в плане идеальности. Я считаю то, что во многих странах так. Допустим, ам, вот я, по вероисповеданию мусульманка, и у нас тоже, с детства ты должна быть, спокойный, покладистый, и что о тебе другие люди подумают. Ты не должна выделяться, ты должна быть самой лучшей. Желательно не говорить, не озвучивать свое мнение, которое может быть иным. Вот, поэтому касаемо этого текста, я очень это понимаю. И могу сказать то, что это не только, для японцев актуально, также и для людей из стран, из постсоветского пространства. Да и, если честно, то это и для европейцев, наверное, и для американцев очень тоже может, откликнуться, потому что тут больше зависит, знаете, от семей и от общества. Вот, ам, так будет правильнее высказывание. Все зависит от людей, от родителей, от общества, в каком человек живет. Поэтому да, грустно, конечно, немножко это осознавать. Ам, ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам выступление Адо, понравилось ли. Мне определенно понравилось вот это сочетание сумасшествия в голосе, вообще очень впечатляющее и запоминающееся. И напишите, пожалуйста, мнение по поводу текста. Как вы его восприняли? Как вы думаете, каков действительно смысл? Правильно ли его я поняла? Правильно ли я его раскрыла? Как вы думаете? Поделитесь, пожалуйста, мнением. Мне очень интересно будет с вами поговорить. И да, конечно же, я всех благодарю за просмотр. Всем спасибо. Пока.